Всем привет! Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Многие из вас владельцы бизнеса, многие руководители компаний. И порой к вам приходят сотрудники и говорят: поднимите нам зарплату, или мы хотим премию, так как мы много работаем, или у нас столько много работы, отпустите нас пораньше, или у нас столько много работы, расширьте нам, пожалуйста, отдел. Возможно, вы хотите сократить персонал, сделать антикризисное управление, но для всех этих действий, для принятия управленческого решения или уволить кого-то, или поднять зарплату, или набрать новых сотрудников, вы должны понимать, то, что вам рассказывает сотрудник, это правда? Действительно ли у него на самом деле такое объемное количество работы, такое объемное количество задач? И вы должны это понимать и знать. И только когда вы это знаете на 100%, вы сможете принять правильное управленческое решение. Сегодня в этом видео я хочу вам дать простой абсолютно инструмент, благодаря которому вы сможете понять, что происходит у вас с сотрудником. Вы как руководитель не можете знать всего, и не нужно этого стесняться. Это абсолютно нормально. Процессы меняются, порой интерпретируются или трансформируются самими же сотрудниками. И когда вы будете владеть информацией, что именно он делает, вы примете правильное и верное решение. Сейчас я расшарю экран, покажу вам этот инструмент, который будет очень удобен. Нас смотрят в различных странах. Я транслирую вам экран именно с таблицей на русском языке, но здесь у меня есть еще таблица на английском языке. Я подложу ее к комментариям под это видео ссылочкой, и вы сможете скачать, и вам будет удобно. Это тайм-карта. Тайм-карта сотрудника. Когда и ключевой момент. Сам сотрудник расписывает свой функционал конкретно за неделю. Важно, чтобы это была неделя. Лучше, конечно, чтобы был месяц. Но вы дальше посмотрите по ситуации. И, по крайней мере, из первых 5 дней вы сможете экстраполировать на целый месяц его действия и его достижения. Я сейчас немножко увеличу этот экран, чтобы вам было более предметно и понятно. 2 секунды буквально. Так, так много, вот так вот в самый раз. Здесь несколько столбцов. Первый столбец – это время рабочего дня. Стандартно вы его можете варьировать. Я здесь промежуток указал порядка 30 минут. Это с 11 часов дня до 19:00, финал рабочего дня. Далее идет столбец время фактически затраченное, и идет конкретный день недели с указанием даты, месяца и дня недели. Здесь очень важно это прописывать, так как во многих бизнесах в зависимости от дня недели может варьироваться операционная нагрузка на сотрудника, и также от сезона. То есть здесь у меня указан август, и от августа, допустим, у кого-то это пиковая загрузка, а у кого-то это спад. Дальше здесь идет столбец D, где указано наименование клиента, номер договора. Если работа происходит в рамках конкретного договора, вы сможете понять, сколько итераций или каких-либо действий делает сотрудник в рамках конкретного контракта. Но этот столбец не обязательный, это дополнительная информативность для вас. Важный столбец – это и наименование работы и действия сотрудника. Здесь сотрудник должен написать конкретику. Важно, чтобы он здесь не указывал просто обработал документы или позвонил заказчикам, или встретился с клиентами, или, не знаю, там просто что-то разобрал. Нас это не устраивает как руководителей. Мы должны по смарт понимать, что конкретно делает сотрудник и какое количество действий он осуществил. Мы с вами должны понимать, что он сделал 25 звонков, например, или сформировал 35 контрактов, или сделал 3 поездки с заказчиками, которые находились на определенном расстоянии от офиса. Вам это и нужно декларировать сотруднику, что он должен заполнить именно конкретное фактическое действие, чтобы вы могли его взвесить, померить в граммах, ну, по смарт-цели.
Здесь сотрудник обязательно указывает это действие и затраченное время, сколько он потратил на это действие. Важно, не рассчитывайте, что вы передадите эту таблицу вашему сотруднику, прежде чем принять управленческое решение, и он ее будет в течение недели заполнять. Вы должны руководствоваться проектным менеджментом, когда вы не просто ставите цель и в конце этой задачи вы проверяете, как ее выполнили, а вы делаете срезы, делаете перепроверку, спот-проверку. Здесь, в этом случае, вам нужно в середине рабочего дня, первого дня понедельника, перепроверить, а как заполняет сотрудник эту таблицу, и сделать срез в конце рабочего дня, как он ее дальше заполнил. И вы сможете уже тогда с полной уверенностью понимать, что вторник, среда, четверг и пятница будут заполнены сопоставимо. Важно вам, конечно, проинструктировать сотрудника, как заполнять таблицу. Важно, чтобы сотрудник не заполнял таблицу просто в конце рабочего дня или, допустим, во вторник он заполнял понедельник. Это не работает. Сотрудник должен открыть эту таблицу на своем рабочем столе. Он приступает к задаче, сначала заносит эту задачу в эту таблицу и указывает рабочее время после ее завершения, сколько он по факту потратил. И, конечно, конкретика, да, сколько документов и встреч. Тогда вы сможете понять и принять правильное управленческое решение. После того, как пройдет неделя, у вас будет конкретная таблица с результатами действий. Помните, что зачастую просящие сотрудники повышения или каких-то дополнительных отгулов, или сверхотпуска, или увеличения штата, или зарплат, они зачастую это говорят эфемерно, и у них проблема или с таймингом, или с организацией рабочего времени, или порой они зачастую делают тот функционал, который вообще не относится к ним, или они не автоматизированы. После заполнения этой таблицы вы сможете смело понять, а если сотрудник тратит время, например, на брошюровку каких-то документов, почему бы не автоматизировать этот вид работы и деятельности этого сотрудника, и вам не придется, например, там повышать зарплату, вы сможете экстраполировать, или вы покупаете этот автоматический инструмент, там, брошюратор документов, или вы тратите деньги, повышаете сотруднику зарплату, при этом вы еще будете за отпускные ему платить и больничные. Соответственно, выгоднее всегда автоматизировать эту работу. Поэтому эта таблица будет вам отличным подспорьем и отличным инструментом. Вы ее можете применить как на отдельного сотрудника, как на весь отдел, также и на департамент. Эту таблицу, повторюсь, я подложу ссылкой, и вы можете ее скачать как на русском языке, так и на английском. И для других стран вы сможете смело перевести ее. Это очень простой и рабочий инструмент. Пользуйтесь им, подписывайтесь на меня, комментируйте, ставьте лайки. Если вам необходимы какие-либо консультации по бизнесу или внедрение антикризисного управления или регулярного менеджмента, или вы хотите упростить работу и автоматизировать всех своих департаментов или отладить работу отдела продаж или поставить его, то вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией или за помощью. Пишите мне в WhatsApp или в личные сообщения. Также смотрите мои другие плейлисты. И я рассчитываю, что мое видео будет полезно для вас. Пока-пока.